Всем большой привет! Меня зовут Татьяна, и сегодня мы с вами будем вязать вот такой простой квадратик, квадратный мотив крючком. В прошлом своем видео я показывала, как вязать вот такой вот как бы более сложный квадрат, но они абсолютно одинаковые по ширине и по количеству петель по стороне квадрата. Этот квадрат проще, и их можно миксовать. Я его придумала для того, чтобы можно было где-то им разбавлять рисунок. В этом видео буду показывать конкретно, как вязать его. Если же вы хотите знать, как вязать вот этот квадрат, то ссылку на видео с мастер-классом о нем я оставлю в описании профиля. Ну и вообще рекомендую зайти посмотреть то видео, потому что я там говорю про пряжи, из которых можно также вязать эти квадраты. Потому что данная пряжа достаточно жесткая, но она хорошо для видео подходит мне. Это у меня пряжа от Drops хлопок со льном, 50 грамм, 85 метров. И мы будем вязать крючком номер 3. Забыла сказать, что ширина квадрата у нас где-то, ну, здесь у меня 9,5, ну, например, оно немножко пляшет, где-то 10, от 9,5 до 10 сантиметров. Я не делала еще ВТО этим квадратом. Конечно, в идеале их нужно все постирать и заблокировать, чтобы они все были одинакового размера. Потому что часто такое бывает, что когда вяжешь, где-то туже связал, где-то слабее, и бывает, что квадраты у нас немножко на полсантиметра могут отличаться в размерах. На этот квадрат у меня есть схема, я ее нарисовала и выложила также еще в Pinterest. Ссылочки будут в описании профиля. Пожалуйста, заходите, так удобнее вязать, когда у тебя есть схема перед глазами. Если вы смотрели мое предыдущее видео, то этот квадрат вам будет вязать уже легко. Я здесь буду объяснять, наверное, немножко быстрее. Предлагаю все-таки посмотреть сначала то видео, а уже потом к этому возвращаться будет проще. Мы провязываем 5 воздушных петель, соединяем их соединительным столбиком, и первый ряд, первый круг у нас чуть-чуть отличается от предыдущего квадрата. У нас получается, здесь нам нужно провязать 2 воздушные петли, и дальше у нас 15 идет столбиков с накидом. И в конце мы соединяем это все соединительным столбиком. Начинаем вязать. Я, как обычно, набрасываю по-своему петельку. Вы можете начинать, как вам удобнее. Набираем 5 воздушных петель. В этом квадрате их можно прям свободно набирать, потому что здесь нам надо прям много вместить столбиков с накидом. Так, 2, 3, 4, 5. И соединяем соединительным столбиком. И соединяем в круг соединительным столбиком. Дальше параллельно можно прятать хвостик. Набираем 2 воздушные петли. И в наш круг, нашу цепочку вот эту провязываем 15 столбиков с накидом. Первый. Второй. Я параллельно как бы вот этот хвостик ввязываю в эти столбики. Третий. Четвертый и так далее. Всего 15, плюс, если посчитать эту цепочку начальную, то как бы 16. Я провязала уже нужное количество мне столбиков, и теперь нам нужно их соединить соединительным столбиком. Мы находим нашу начальную цепочку, и вот раз, два, вот первая воздушная петля, вот вторая, и во вторую в серединку вводим крючок и соединяем соединительным столбиком. Все, наш круг готов. Вот здесь мы сейчас находимся, вот мы соединили наш круг. И будем вязать сейчас следующий большой круг, и параллельно у нас вот здесь вот появятся как бы угловые цепочки, на которые мы будем строить уголки. Нам нужно сейчас провязать 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом вот сюда как бы в одну петлю. И дальше мы будем провязывать по 3 столбика с накидом. В основании у нас будет 1 петля, и мы будем это делать через 1 столбик с накидом предыдущего ряда.
Между ними у нас вначале идет 2 воздушные петли, потом 4, потом 2, потом 4. Очень рекомендую где-то перед глазами держать схему. По схеме намного проще. Значит, начинаем вот так. Идем сюда, 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 сюда. В конце у нас будет 4 воздушные петли. И дальше вот эти 3 соединительных столбика, они уже идут следующим рядом. Это я покажу в конце вот этого круга. Провязываем 2 воздушные петли. После этого нам нужно вот сюда же, в то же основание, откуда у нас идет наша воздушная цепочка, провязать еще 2 столбика с накидами. Вот видите, у нас идет здесь такая как бы условная дырочка, откуда идет, куда мы делали соединительный наш столбик. И мы туда же провязываем еще 2 столбика с накидом. Первый столбик. И второй. Смотрите, у нас вот здесь как бы следующий столбик, он немножко потерялся, его верхняя петля, его вот эта верхняя цепочка, она здесь немножко прячется. Нам нужно будет ее пропустить и следующую вот эту тройку вязать вот здесь. Проще ориентироваться по самим столбикам и находить их вертикальные петельки. Далее по схеме мы вяжем 2 воздушные петли. Дальше следующий столбик у нас, видите, вот это вот, она плохо видна, вот его петля верхняя, мы его пропускаем, находим следующий столбик с накидом предыдущего ряда и нашу троечку вяжем уже сюда. Вот этот столбик мы пропустили и начали вязать в следующие. Второй столбик с накидом и третий. Дальше по схеме у нас идет 4 воздушные петли, 4. Снова следующий столбик предыдущего ряда пропускаем и вяжем уже нашу троечку через 1. Каждый раз провязываем в одну и ту же петлю все 3 наши столбика без накида. После этого у нас идет опять 2 воздушные петли. Пропускаем 1 столбик, находим следующий и сюда вяжем следующую троечку. Вот если так посмотреть, это у нас получается, так вот если развернуть, то у нас получается вот это уже уголок, это горизонталь, и здесь у нас еще раз будет уголок. Смотрим дальше по схеме и провязываем до конца круга. Я провязала 4 воздушные петли, которые у нас идут в конце нашего круга. Теперь нам надо все это соединить. Там у нас по схеме идет 3 соединительных столбика. Значит, нам нужно найти 2 воздушные петли, с которых мы начинали наш круг. Мы находим так вот первая, вторая, опять же в серединку вставляем крючок и делаем соединительную петлю первую, соединительный столбик первый. Вот у нас получился наш небольшой квадратик. Дальше у нас по схеме еще идет 2 соединительных столбика, потому что нам надо продвинуться вот сюда к этим 2 воздушным петлям. Делаем 1 соединительный столбик и второй можно прям уже в арку сделать, чтобы у нас дальше наши петли правильно начинались. Вот так у нас получается. Вот мы с вами провязали 3 соединительных столбика, вот сюда дошли до вот этой арки, и дальше у нас начинается предпоследний ряд с формированием уже окончательным наших уголков.
Если вы вязали предыдущий квадрат, то это очень похоже, но здесь есть некоторые отличия. Сразу нам нужно провязать вот отсюда, вот мы сейчас здесь находимся, 4 воздушные петли и сюда же, в эту же арку, столбик с накидом 1. Дальше идет у нас воздушная петля, и дальше идет формирование уголка. И в отличие от предыдущего квадрата, здесь я сделала 4 столбика с 2 накидами, там у нас было 3. Здесь 4, мне хотелось, чтобы уголок немножко отличался. То есть вот в эту цепочку, в эту арку мы вяжем 4 столбика с 2 накидами, 2 воздушные петли и снова 4 столбика с 2 накидами. Это все вяжется в одну вот эту арочку. Давайте провяжем с вами этот ряд, будет более понятно. Не забываем, что вначале у нас идет 4 воздушные петли. Вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И дальше нам нужно сюда, в эту же арку, провязать 1 столбик с накидом. Вот так у нас получается. Вот у нас начало нашего круга. Дальше по схеме идет 1 воздушная петля. И дальше в уголок мы начинаем вязать столбики с 2 накидами. Делаем на крючок 2 накида. И начинаем провязывать. Провязываем сначала 1 накид. 2 накид. И дальше провязываем уже остальные петли. Вот так получается. И таких столбиков нам нужно для начала 4 связать. Вот мы вяжем 2, третий, четвертый. Так, дальше 2 воздушные петли. И снова сюда же можно так вот сдвинуть, чтобы нам места хватало. И еще 4 столбика с 2 накидами. Второй столбик. Третий. И, так, 2 накида, да. И 4. Тут главное не запутаться, где 2 накида, где 1. Все, мы провязали наш уголок. Вот так у нас получается. После этого по схеме идет 1 воздушная петля. И дальше мы передвигаемся в эту арку. Вяжем 1 столбик с накидом. Одну воздушную петлю. И еще 1 столбик с накидом сюда же в эту арку. И еще 1 воздушная петля. И дальше у нас начинается снова 4 столбика с 2 накидами. Вот так. То есть продолжаем вязать дальше по схеме. Вот отсюда и сюда и дальше до конца ряда. Я связала последний уголок, и у меня по схеме еще нужно связать 1 воздушную петлю. И дальше нам нужно сделать соединительный столбик. Нам нужно найти наши начальные 4 воздушные петли, и я просто уже вот в арку, которую они образуют, делаю соединительный столбик наш. Вот так у нас получается. И нам остался 1 последний ряд. Вот наш соединительный столбик, который мы только что сделали. И дальше все идет по аналогии, как мы с вами вязали предыдущий квадрат. То есть мы начинаем с воздушной петли,
Единственное, что у нас вот здесь вот было 2 воздушные петли, и в них мы будем провязывать только 1 столбик без накида. Тут единственное отличие. А так дальше везде над каждым столбиком и воздушной петлей предыдущего ряда нам нужно будет провязать по столбику без накида. Провязываем воздушную петлю, которая у нас есть на схеме. И дальше сюда, вот у нас в нашу арку, провязываем 1 столбик без накида. Дальше находим верхнюю петлю столбика с накидом предыдущего ряда, вот она. И провязываем столбик без накида в нее. Следующая воздушная петля, захватываем ее и провязываем также столбик без накида. Находим воздушную петлю столбика предыдущего ряда и провязываем дальше. И таким образом мы вяжем до угла. На углу вот здесь у нас 2 воздушные петли. Сюда мы провязываем 1 столбик без накида, 2 воздушные петли также и еще 1 столбик без накида. Все, мы сформировали уголок. Дальше следующий столбик без накида, главное его не пропустить, я все время это говорю, потому что я часто сама пропускаю. Находим его цепочку сверху, да, его петельку горизонтальную, вот она, и в нее обязательно провязываем столбик без накида, иначе у нас получится здесь минус 1 петля, если мы не провяжем. Ну и дальше уже просто по цепочке все вяжем. Точно так же, как и в предыдущем квадрате, у нас получается здесь по стороне квадрата 15 столбиков без накида. Следите, на схеме они точно так же нарисованы. Я провязала столбики без накида по всему периметру квадрата, и вот нам осталось только закончить. Последний столбик без накида я провязала над столбиком с 2 накидами предыдущего ряда, да? И нам нужно провязать еще 1, потому что мы заканчивали прошлый ряд воздушной петлей. Поэтому нам нужно провязать еще 1 столбик без накида над воздушной петлей. И все, вот наш ряд закончен. Получается, в этом ряду мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков без накида с одной стороны. И со второй стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. 8 плюс 6 это 14. А 15 у нас считается наша воздушная петля, которой мы начинали. И мы сейчас над ней сделаем наше соединение. Вытягиваем нашу петлю и сразу обрезаем. Я возьму крючок поменьше, 2,5. Там мы вязали троечкой, здесь 2,5. И точно так же, как в квадрате предыдущем, я еще раз это покажу. Нам нужно найти первый столбик без накида нашего ряда. Вот он. Вот идет наша воздушная петля, начало ряда, а дальше идет столбик без накида. Вот нам нужен он и его вот эта цепочка сверху. Мы захватываем нашу нить, протягиваем. И точно так же здесь у нас нить выходит из серединки, поэтому крючок проводим в серединку, захватываем нашу нить, еще раз протягиваем. Все, наша боковинка готова. Здесь у нас нет никаких выступов. И по петлям у нас сейчас все сходится. Дальше вот эту нашу нить по изнаночной стороне мы можем сюда куда-нибудь увести и спрятать. И наш квадратик будет готов. Вот такой квадрат у нас сегодня с вами получился, достаточно простой, но мне кажется, его можно очень много куда применить. Буду рада вашим лайкам и комментариям, а мы с вами увидимся на новых мастер-классах, в новых видео. На сегодня это все. Пока-пока.